Друзья, всем привет! Сегодня приготовим один из рецептов из маминой тетрадки. Еврейская намазка на бутерброды, закуска номер один на столе. Почему такое название, я думаю, вы должны будете догадаться. Ну а если нет, оставляйте свое мнение в комментариях, посмотрим, знаете вы или нет. Итак, первое, что нам нужно сделать, это взять батон либо же багет, нарезаем его на небольшие ломтики. Я всегда стараюсь нарезать багет вот так вот по диагонали, таким образом мы увеличиваем то место, куда будем намазывать нашу намазку. Затем каждый бутерброд нужно обжарить на сухой сковородке до золотистой корочки. Если же у вас есть тостер для этого дела, можно использовать тостер. Обжаривать мы будем каждый ломтик с двух сторон. И после того, как вы обжарили, пока еще наши греночки теплые, нужно взять чеснок, соль и вот таким вот образом с каждой стороны хорошо натереть все чесноком. Ну а после того, как я натер уже обжаренные гренки чесноком, примерно вот так вот будет выглядеть моя будущая тарелка с бутербродами на столе. Ну а дальше мы будем готовить самую вкусную часть. Берем одну банку шпрот и примерно пол банки отправляем в глубокую тарелку, но так, чтобы все шпротины были без масла. В этой же тарелке берем вилку и очень хорошо нужно разомнять все рыбины, чтобы нигде не было целого кусочка. Дальше нам понадобится 3 куриных яйца, отваренных вкрутую, и терка. На мелкой терке нужно натереть полностью все 3 яйца. Натираем в эту же тарелку, продукты у нас не покусаются, потому что в дальнейшем мы все будем перемешивать. Далее мы берем одну отваренную средних размеров морковку и тоже ее нужно натереть на мелкой-мелкой терке в эту же тарелку. Затем в эту же тарелку нам нужно будет натереть 2 плавленых сырка. Но чтобы сырки натирались более легко, мы будем использовать один такой вот лайфхак. Берем кисточку, смачиваем в подсолнечном масле и терку мелкую, на которой мы будем натирать сырки, смазываем с двух сторон подсолнечным маслом. Вначале мы смазываем верхнюю часть терки, а затем смазываем внутреннюю часть терки, для того, чтобы сырки не приставали к терке и их не нужно будет замораживать. Ну и после того, как вы смазали терку, смотрите, сырки натираются очень хорошо, плавно и самое главное, ничего нигде не пристает. Натираем полностью все 2 сырка. После сырков в эту же тарелку нам нужно будет пропустить через чеснокодавку 2-3 зубчика чеснока. Далее нам нужно добавить примерно 2-3 столовые ложки майонеза и пол столовой ложки горчицы. Черный молотый перец и соль добавляйте все по своему вкусу, но не забывайте, что шпроты и сырок уже немножко соленоватые. Ну и завершающий этап приготовления, все, что у вас есть в этой глубокой тарелке, нужно очень хорошо перемешать. После того, как перемешали, берем уже наши заготовленные греночки под бутерброды и хорошо намазываем нашу намазку на бутерброды. Какое количество вы будете добавлять на один бутерброд, решать только вам. Ну и вот посмотрите, одну большую тарелку с бутербродами я уже намазал, ну а вторую я сделаю за кадром. Ну а перед подачей на стол нам остается бутерброды всего лишь украсить. Ну что ж, у меня получилось вот так вот украсить мои бутерброды. Свежая зелень, свежий огурец и те полбанки шпрот, которые остались в начале видео, я разложил через бутерброд. Как по мне, то получилось красиво. Ну что ж, друзья, на это у меня сегодня все. Если вам понравилось, обязательно нажмите лайк. Не понравилось, нажмите дизлайк. Поделитесь таким рецептиком с друзьями, потому что я вас уверяю, такие закусочные бутерброды на вашем праздничном столе разлетятся на ура. Они будут номер один, и я точно знаю, что на столе их будет мало. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.